Добрый день! Сегодня приготовим бисквит. Это универсальный рецепт. Всего 3 ингредиента, а результат всегда отличный. На основе этого бисквита, только меняя начинки, можно приготовить множество десертов. Берем 4 яйца, разделяем их на белки и желтки. Отделяйте очень аккуратно, чтобы желток не попал в белки. Вся посуда должна быть чистой и сухой. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером, вначале на малых оборотах. Постепенно скорость миксера увеличивайте. Когда начала образовываться пышная пена, понемногу добавляйте сахар. Всего в белки сахара нужно половину от общей массы. При добавлении сахара белки начинают густеть. Когда уже начинает оставаться четкий след от миксера, достаточно взбивать. Вот такие густые белки должны получиться. Берем желтки, всыпаем в них весь оставшийся сахар и взбиваем до посветления массы и увеличения ее в объеме в 2 раза. Вот такая светлая и пышная масса должна получиться. Теперь соединяем белковую и желтковую массы, постепенно добавляя желтковую в белковую, и аккуратно перемешиваем. Миксер больше использовать не нужно. Перемешиваем лопаткой или ложкой, движениями сверху вниз. Очень важно не нарушить структуру теста. Всыпаем через сито муку, всю за один раз. И снова аккуратно ложкой вмешиваем ее в яичную смесь. Никаких разрыхлителей добавлять не нужно. Тесто и так будет пышным за счет пузырьков воздуха, содержащегося в нем. Вот такое пышное и эластичное тесто получилось. Выкладываем его на противень, застеленный пергаментной бумагой. У меня противень стандартный, 30 на 40 сантиметров. Хорошо разравниваем тесто. Распределяем его равномерным слоем по всему периметру. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 12 минут румяный, мягкий и упругий бисквит готов. Шпажка выходит сухая.
Снимаем бисквит с противня на лист пергамента и удаляем пергамент, на котором бисквит выпекался. Переворачиваю его и подрезаю края. Обрезки можно подсушить и использовать для декора. Если вы будете делать тортик, разрезайте бисквит на 4 части. Если рулет, сворачивайте, как я. После обрезки снова переворачиваю и закручиваю рулетом. Тесто эластичное, мягкое, сворачивается очень хорошо. Все, наш бисквит готов. Теперь все зависит от вашей фантазии. Приятного аппетита!